Я пытаюсь записать это видео второй раз, потому что первый раз был дикий засвет, я превратилась в призрака. Это было ужасно. Итак, по просьбам трудящихся. Мое первое разговорное видео. Я надеюсь, я выгляжу нормально. Меня зовут Кира, мне 20 лет, и я из Краснодара. Можно, Кир, голос нормальный сделать, пожалуйста? Спасибо. Всю свою сознательную молодость, жизнь, молодость. Я уже старая. Всю свою сознательную жизнь я прожила в Краснодаре. Также 2 года жила в Петербурге. Это была ошибка. Я безумно волнуюсь, как будто я даю интервью Познеру или Дудю. Школа. Я не могу сказать, что я ненавидела свою школу, но неприязнь к этому месту у меня все же осталась. Не знаю. Самое трудное было, когда мне было 12, 13, 14 лет, и мальчики из моего класса обзывали меня, потому что у меня не было груди, у меня не было жопы, у меня не было ничего. Это меня очень сильно обижало на самом деле, потому что у других девочек уже была такая более-менее сформированная фигура, они были похожи на девушек, а я была похожа на парня. В смысле, реально, я не шучу. У меня были вот такие ноги и плоская жопа. И еще в школе меня дразнили по поводу моих ушей. Да, я знаю, что я выгляжу немножко как чебурашка, потому что вот это вот все. Представьте, в детстве мои уши были просто реально вот такие. Голова вот была маленькая, а уши вот такие. Это смотрелось дико непропорционально. Я чувствовала себя уродцем, поэтому попросила маму мои волосы, которые были длиной до талии, постричь под каре. Мои длинные волосы мама постоянно заплетала, всякие косички, хвостики. И я ходила вот так вот по школе. Меня, соответственно, все дразнили, мне становилось очень обидно. А когда я подстригла каре, я смогла закрывать свои уши, и мама не лезла ко мне со своим «дай косичку заплету, вот это вот все, господи, ты же девочка». Да, я еще никогда не носила юбки и платья в школу. Мне это не нравилось. Я любила свои широкие черные вельветовые штаны, и я их носила, и мне было классно и комфортно. Но опять-таки, мои одноклассники заостряли на этом внимание, мол, чё ты как пацан и все такое. Я помню, даже как-то выходила из школы и устраивала истерики по поводу того, что вот я уйду из этой школы, меня все бесит. Я думаю, об этом тоже очень многое можно рассказать. Хэштег «Моя ужасная история». Нет, я не буду так называть свое видео. Ну спасибо, можете еще посигналить. На самом деле, с переходом в колледж, ПТУ, шарага, все изменилось. В колледже более дружелюбная обстановка, там находятся взрослые дети, которые понимают, что оскорблять других людей из-за того, что они как-то внешне отличаются от них, это глупо. Почему я не сделала сценарий? Я работаю моделью. Я не люблю вообще говорить, что я модель. Я модель. Поэтому я говорю, что я работаю моделью. Модель для меня это Клаудия Шифер. А модель для меня это Кейт Мосс. Клаудия Шифер, Кейт Мосс и я. У меня очень часто спрашивают о том, как стать моделью. Просто берете телефон, камеру, фотографируете свое лицо, фотографируете себя в полный рост, отправляете эти фотографии агентству, которое вас интересует, и все. Если вам скажут нет, ну, значит не судьба. Если вам скажут да, значит судьба. Не нужно ничего выдумывать. Если ваше лицо подойдет, вам скажут худей, мы тебя ждем. Но если не подойдет, то скажут, соответственно, мы вас не ждем. Очень просто это все. И да, девочки, у которых рост 1,60 м, 1,55 м, которые хотят стать моделью, но которые уже не собираются расти. Я не знаю, как вам объяснить, что это практически невозможно. Да, есть модели с низким ростом. Есть модели с ростом 165, но у них, ребята, ангельские лица, очень крутое тело, которое смотрится пропорционально. Вы понимаете, о чем я? Люди, у которых самомнение размером с Техас, ну да, мы же в Америке живем, ладно. Люди, у которых самомнение размером с Татарстан. Подойдите, пожалуйста, к зеркалу, попытайтесь адекватно себя оценить. Хотя я не знаю, мне кажется, люди с таким огромным самомнением не смогут трезво себя оценить. Короче, спросите у друзей. Хотя друзья никогда не скажут, что вы не подходите для роли модели. Спросите у родителей. Нет, тоже плохая идея. Я думаю, как-то сделать об этом отдельное видео, потому что говорить можно, на самом деле, про это очень-очень-очень-очень долго. В свои 20 лет я не умею готовить. И мне все равно. Я знаю, что многие считают, что готовка, стирка, уборка, рожание детей входят в обязанности девушки. Но на самом деле никто никому ничего не должен, и никто никому ничем не обязан. Типа, я не готовлю, зато я классно, не знаю, крашусь. Отлично, Кира.
Мне кажется, я никогда не выйду замуж. Я могу приготовить яичницу, я могу приготовить омлет. Какое разнообразие. Супер. Да, я просто считаю, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится, и должен делать то, что ему хочется. А если у людей так в жизни не получается, то зачастую они становятся несчастны. Похлопаем моему соседу, который решил постучать именно во время записывания видео. Да, по голове себе постучи. Сколько у меня было парней, и были ли они вообще, была ли я замужем, не была я замужем, есть ли у меня дети. У них, конечно же, нет, но даже если появится, это не значит, что я должна всем об этом рассказывать. Это моя личная жизнь, я хочу, чтобы была хоть какая-то тайна. И люди не знали о том, кто мне нравится. Я постила фотографии Билла Скарсгарда и говорила, что он супер, но Билл Скарсгард не мой парень. Хотя я была бы не против. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я не умею это говорить. Это мое первое разговорное видео. Что вы от меня хотите? Ребята. Если вам интересны такие темы, как стать моделью, оскорбление, унижение в школе, я просто через все это прошла. Путешествия. Подписывайтесь. Вон где-то там, по идее, должна быть кнопка. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду продолжать записывать. Я уже слышу эти крики моих подписчиков. Ладно, я думаю, для первого видео достаточно фан-фактов. Я надеюсь, видео получилось. Иначе, если он не получился, я себя убью.